Женщины, война и самолеты. Начнем с последнего. Когда сегодня говорят про авиацию Великой Отечественной войны, почти сразу вспоминают самые известные самолеты той эпохи. Ил-2, который называли летающим танком, разные быстрые истребители Як, пикирующие бомбардировщики, огромные воздушные сражения, в которых одновременно участвовали сотни машин. Поэтому, когда появляется история подразделения, которое летало на тихоходных деревянных бипланах с полотняной обшивкой, на первый взгляд вообще кажется, так это ошибка. Тем более, если знать, что экипажи этих самолетов почти полностью состояли из молодых девушек, многим из которых еще совсем недавно приходилось сидеть не в кабине боевой машины, а за студенческой партой или просто в аэроклубе. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа-945. С вами я, Павел Кухаркин. Сегодня разберемся, как появился самый известный женский авиационный полк Великой Отечественной войны и почему советское командование отправило его на фронт на самолетах, которые многие специалисты уже тогда считали безнадежно устаревшими. Каким образом эти медленные бипланы сумели превратиться в серьезную проблему для немецкой армии и откуда вообще взялось знаменитое прозвище «Ночные ведьмы», которое спустя десятилетия знают даже люди, очень далекие от военной истории. Ну и узнаете вы, а для этого подпишитесь, ставьте колокольчики, пишите комментарии, не пропускайте наши видео, нас становится все больше и больше, за что вам огромное спасибо. Ну а теперь поехали! В войну далеко не всегда выигрывает тот, у кого самая современная техника. Иногда намного важнее оказывается умение использовать сильные стороны даже той машины, которая на бумаге выглядит, откровенно говоря, слабее своего противника. История будущих ночных ведьм начинается задолго до первого боевого вылета. Осенью 1941 года положение Советского Союза оставалось крайне тяжелым. Немецкие войска приближались к Москве, Красная Армия несла огромные потери, а фронту отчаянно не хватало подготовленных летчиков. При этом по всей стране существовали тысячи девушек, которые еще до войны окончили аэроклубы, получили летную подготовку и буквально засыпали руководство страны письмами с одной и той же просьбой. Они хотели попасть в боевую авиацию и воевать наравне с мужчинами. Человеком, который сумел превратить эти письма в реальное решение, стала Марина Роскова. К этому моменту ее знала практически вся страна. Еще в конце 30-х годов она прославилась рекордными дальними перелетами, получила звание Героя Советского Союза и стала одной из самых известных женщин-летчиков в мире. Ее авторитет был настолько высоким, что именно ей удалось добиться встречи с руководством страны и убедить его в том, что женщины способны не только перегонять самолеты или работать инструкторами, но и выполнять полноценные боевые задачи на фронте. Результатом стал приказ Народного комиссариата обороны от октября 1941 года, согласно которому начали формироваться сразу 3 полностью женских авиационных полка. Причем каждый получил свою специализацию. Один стал истребительным, второй освоил пикирующие бомбардировщики П-2, а третий получил совсем другие самолеты, которые сначала многим показались крайне странным выбором для современной войны. Речь шла о По-2. Легком деревянном биплане, который еще совсем недавно использовался как учебный самолет. Применялся для связи, перевозки небольших грузов, санитарных задач и подготовки курсантов. К нему относились как к машине мирного времени и с трудом представляли, каким образом такой самолет вообще сможет выжить в условиях современной войны, где небо уже принадлежало скоростным истребителям и хорошо вооруженным зенитным батареям. Но очень скоро выяснится, что именно этот, казалось бы, безнадежно устаревший самолет обладает качествами, которые неожиданно превратят его в одно из самых неудобных оружий немецкой противовоздушной обороны. Именно тогда начинается история полка, который спустя годы весь мир будет знать под названием «Ночные ведьмы». Если сегодня показать человеку фотографию По-2 и не сказать, что перед ним один из символов Великой Отечественной войны, большинство вообще не поверит, что этот самолет использовался на фронте. Деревянный каркас, полотняная обшивка, открытые кабины, минимум приборов и двигатель мощностью чуть больше 100 лошадиных сил. Самолет появился еще в конце 20-х годов 20 века. Его основной задачей была подготовка летчиков. По-2 почти не имел брони, не мог развивать большую скорость, уступал немецким самолетам практически во всем, по всем характеристикам. И самое главное,
нес очень небольшую бомбовую нагрузку. За один вылет экипаж обычно брал всего несколько небольших бомб. Но война очень часто меняет представление о том, какие качества техники действительно оказываются самыми важными. Выяснилось, что недостатки ПО-2 неожиданно превращаются в его сильные стороны. Небольшая скорость позволяла экипажу максимально точно выходить на цель. Самолет прекрасно управлялся на малых высотах, мог использовать совсем небольшие площадки для взлета и посадки, не требовал сложного обслуживания и быстро возвращался в строй даже после повреждений. Самое удивительное заключалось в другом. Именно потому, что ПО-2 был таким медленным, немецким летчикам оказалось крайне неудобно с ним бороться. Истребители Люфтваффе создавались для совсем других скоростей. Во время попытки атаковать тихоходный биплан пилоту приходилось постоянно сбрасывать скорость, рискуя самому потерять управление. Если же самолет уходил к самой земле, задача становилась еще сложнее, особенно ночью, когда видимость и без того составляла желать лучшего. Но настоящий секрет успеха ПО-2 скрывался вовсе не в конструкции самолета. Главное преимущество заключалось в тактике, которую советские летчицы постепенно довели до самого совершенства. Именно она заставит немецких солдат вслушиваться в ночную тишину и бояться звука, который сначала почти невозможно было услышать. Ночной вылет обычно начинался уже после захода солнца. Экипаж получал задачу, механики подвешивали бомбы. Самолет взлетал с полевого аэродрома и на небольшой высоте уходил в сторону линии фронта. Лететь приходилось практически без привычных современному пилоту средств навигации. Большую часть маршрута штурман ориентировался по карте местности, различным изгибам рек, дорогам, железнодорожным линиям и отдельным ориентирам, которые еще нужно было разглядеть в темноте. Когда до цели оставались считанные сотни метров, начиналась самая опасная часть полета. Чтобы максимально скрыть свое приближение, летчица нередко переводила двигатель на минимальный режим или вовсе выключала его. После этого самолет переходил в планирование и в последние секунды практически бесшумно скользил к цели. Именно в этот момент немецкие солдаты сначала слышали легкий шелест воздуха, а уже через несколько мгновений рядом начинали взрываться бомбы. Такой способ атаки оказался неожиданно эффективным сразу по нескольким причинам. Прожекторам было трудно вовремя обнаружить низколетящий самолет. Зенитным расчетам приходилось открывать огонь практически вслепую. Даже если прожектору удавалось поймать ПО-2 в луч, попасть в медленно летящую машину, постоянно меняющую высоту и направление, было намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. А если в одном районе одновременно работали сразу несколько экипажей, немецкая противовоздушная оборона начинала распылять силы сразу на несколько целей. Очень быстро ночные налеты превратились в настоящую систему постоянного давления. Летчицы атаковали склады боеприпасов, переправы, железнодорожные станции, командные пункты, места сосредоточения техники и живой силы. Масштаб разрушений после одного вылета мог показаться не самым большим, но главная задача заключалась немножечко в другом. Немецким подразделениям приходилось практически каждую ночь жить в ожидании нового налета, постоянно держать расчеты зенитных орудий в готовности, маскировать позиции и тратить силы на борьбу с самолетами, которые появлялись снова и снова. Сегодня название «Ночные ведьмы» известно гораздо лучше официального наименования полка. Большинство людей вообще не помнят, что речь идет о 588-м ночном бомбардировочном авиационном полке, который позднее станет 46-м гвардейским Таманским. Зато само прозвище давно превратилось в часть мировой военной истории. Согласно наиболее распространенной версии, именно немецкие военнослужащие начали называть советских летчиц Nachthexen. Извините меня за мой немецкий, может быть, я неправильно прочитал, но в переводе это будет в любом случае «Ночные ведьмы». Это название встречается в многочисленных воспоминаниях участников войны и прочно закрепилось в исторической литературе уже после победы. А все потому, что ночные налеты советских экипажей действительно производили сильное психологическое впечатление. Попробуйте представить себя на месте немецкого солдата. Ну, не дай бог, но для полной картины. Уже далеко за полночь, где-то совсем рядом проходит линия фронта.
За день подразделение пережило артиллерийский обстрел, несколько атак и почти не успело отдохнуть. Кажется, что ночь наконец позволит хоть немного выспаться, но вместо этого где-то высоко над головой появляется едва различимый шелест. Его невозможно перепутать ни с автомобилем, ни с артиллерией, ни с обычным самолетом. И через несколько секунд рядом начинают взрываться бомбы, затем снова наступает тишина, а еще через полчаса или час все повторяется заново. Самое неприятное для врага заключалось в том, что подобные налеты редко ограничивались одним вылетом. Пока один экипаж возвращался на аэродром, следующий уже летел к цели. Затем взлетал еще один и еще один. Такая карусель могла продолжаться практически до самого рассвета. Именно этот постоянный психологический прессинг оказался едва ли не важнее непосредственного ущерба от самих бомбардировок. Но даже при такой тактике успех не приходил сам собой. За каждой ночной атакой стояли люди, которым приходилось работать почти на пределе физических возможностей. Если посмотреть художественные фильмы про авиацию, может показаться, что боевой вылет представляет собой главное событие дня. Летчики получают задачу, поднимаются в воздух, выполняют ее и возвращаются на базу отдыхать. Для экипажа ночных ведьм подобный график показался бы настоящей роскошью, потому что их работа строилась совершенно иначе. После возвращения на аэродром времени почти не оставалось. Пока летчица докладывала о выполнении задания, техники уже осматривали самолет. Механики проверяли двигатель, заправщики пополняли запас топлива, а оружейники вручную подвешивали новые бомбы. Через несколько минут экипаж снова получал маршрут, снова запускал двигатель и снова уходил в темное небо. За одну ночь подобный цикл повторялся несколько раз. Во время наиболее напряженных операций отдельные экипажи выполняли 8, 10 или даже больше боевых вылетов, а общий налет продолжался практически до самого рассвета. При этом каждый полет требовал предельной концентрации. Лететь приходилось на небольшой высоте и ориентироваться по большей части все-таки по местности, стараясь не попасть при этом под огонь зенитной артиллерии и не потерять направление в полной темноте. Любая ошибка могла закончиться столкновением с деревьями, с линиями электропередач, с холмом или просто потерей ориентировки. Современная навигация тогда еще не существовала, поэтому экипаж полагался на свой опыт и способность быстро, самостоятельно принимать решения. Отдельного разговора заслуживает сама работа штурмана. Именно штурман отвечал за прокладку маршрута, поиск цели, расчет момента сброса бомб и ориентирование при возвращении на свой аэродром. От его действий зависело не меньше, чем от мастерства пилота, особенно когда в условиях почти ничего не было видно. Физическая нагрузка тоже оказалась значительно тяжелее, чем может показаться на первый взгляд. Открытая кабина означала, что зимой экипажи часами находились на морозе под встречным потоком воздуха. Высотные костюмы и современное снаряжение тогда отсутствовали, поэтому летчицы надевали все, что помогало сохранить тепло. После нескольких вылетов подряд руки буквально деревенели от холода, лицо обветривалось, а усталость накапливалась просто невероятная. Когда сегодня смотришь на сохранившиеся фотографии ночных ведьм, иногда сложно поверить, что большинству этих девушек было чуть больше 20 лет. Многие еще совсем недавно учились в институтах, в училищах, работали на предприятиях и только начинали свою взрослую жизнь. Война изменила все настолько быстро, что вчерашним студенткам пришлось за считанные месяцы освоить профессию, в которой цена любой ошибки измерялась уже не в экзаменационной оценкой, а человеческой жизнью. При этом романтики в их повседневной жизни было значительно меньше, чем принято показывать в кино. Полк постоянно перебазировался вслед за наступающей Красной армией. Жить приходилось в палатках, землянках или наскоро приспособленных помещениях. Иногда аэродром представлял собой обычное поле, где за несколько часов до этого еще работала инженерная техника. Весной вокруг была непролазная грязь, летом пыль, осенью холодные дожди, зимой пронизывающий ветер, а отдых почти всегда зависел только от того, насколько спокойно прошла предыдущая ночь. Работы хватало всем. Летчицы не ограничивались только полетами. При необходимости они помогали готовить самолеты к новым вылетам, переносили снаряжение, участвовали в повседневной жизни полка и решали десятки бытовых вопросов, без которых невозможно существование любой фронтовой части. После нескольких часов ночной работы наступал день, который вовсе не означал полноценный отдых. Нужно было разбирать результаты вылетов, готовиться к следующей ночи, изучать новые маршруты и восстанавливать силы настолько, насколько это вообще позволяла фронтовая обстановка. Особую роль играли отношения внутри экипажей. Летчица и штурман проводили вместе огромное количество времени, а в воздухе полностью зависели друг от друга. Одной приходилось доверять управление самолетом,
другой отвечает за маршрут, поиск цели, ну и, безусловно, точность. Постепенно между ними возникало взаимопонимание, которое невозможно получить ни по уставу, ни во время обычных тренировок. Многие вспоминали, что спустя десятки совместных вылетов им уже не требовались длинные объяснения. Иногда хватало одного взгляда или короткой фразы, чтобы обе понимали, что нужно делать дальше. Историю ночных ведьм невозможно понять без их боевого пути. Одним из первых серьезных испытаний стали бои за Кавказ. Именно здесь полк начал активно применять ту тактику, которая позже принесет им широкую известность. После Кавказа последовали тяжелые бои за Кубань и Таманский полуостров. Именно за участие в освобождении Тамани полк позднее получит почетное наименование «Таманский», которое станет частью его официального названия. Затем были Крым, Белоруссия, Польша и Восточная Пруссия. К маю 1945 года полк дошел до Германии вместе с наступающими советскими войсками. За спиной остались тысячи километров фронтовых дорог, сотни аэродромов, огромное количество бессонных ночей и боевых вылетов. Девушки, которые осенью 1941 года только начинали учиться воевать, к этому моменту уже превратились в опытных фронтовых летчиц, за плечами которых находились годы непрерывной боевой работы. Историю любого воинского подразделения в конечном итоге лучше всего рассказывают не красивые легенды, а цифры. За годы войны летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского полка совершили более 23 тысяч боевых вылетов. За это время экипажи сбросили на позиции противника около 3000 тонн бомб и десятки тысяч зажигательных боеприпасов. Высокой оказалась и цена этой работы. За годы войны полк потерял сотни человек летного и технического состава. Для подразделения, которое практически каждую ночь поднималось в воздух на самолетах без брони, без серьезного вооружения и с открытыми кабинами, это были тяжелые потери. Каждая погибшая летчица означало потерю уже опытного экипажа, подготовка которого занимала многие месяцы. При этом уровень профессионализма полка хорошо отражают государственные награды. 23 военнослужащие подразделения были удостоены звания Героя Советского Союза. Для одного авиационного полка это очень высокий показатель, который говорит о том, насколько заметной считалась его роль в ходе войны. Многие летчицы были также награждены орденами Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и другими боевыми наградами. Друзья, пишите комментарии, потому что это помогает нам продвигать наши видео. Мы вам за это очень благодарны. А с вами был проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. До новых встреч. Пока.